Важно! Во избежание неприятных ощущений после массажа желчного пузыря необходимо соблюдать следующие рекомендации. Массаж делается обязательно на пустой желудок. За 15 минут до массажа необходимо принять нейтральный энтеросорбент, например, энтеросгель или полисорб. Это необходимо для нейтрализации сбрасываемой желчи. Сразу после массажа нежелательно есть пищу с высоким содержанием жиров и белков. Перед началом массажа необходимо расположить человека полулежа, подложив под ноги валик. Это упростит нам доступ к внутренним органам, снизив натяжение в мышцах живота и уменьшит натяжение фасций. Для начала мы научимся правильно определять расположение желчного пузыря. Для этого мысленно проводим две линии. Первая от пупка до середины ключицы, вторая от пупка до края плеча. Желчный пузырь находится под нижними ребрами, между этими линиями. Подготовку к массажу начинаем без резких движений, чтобы избежать рефлекторного сопротивления мышц. Начинаем массаж мягким прикосновением всей ладонью. Делаем несколько неглубоких нажатий. Растираем кожу в области желчного пузыря и печени. Далее неглубоко погружаем пальцы в живот и делаем легкие круговые движения. Делаем глубокие надавливания с легкими круговыми движениями в нижнем положении. Таким методом вы методично пройдете по всей поверхности желчного пузыря, не пропустив ни одной точки. Иногда работа на желчном пузыре активизирует триггерную точку желчного пузыря. Необходимо аккуратно прорабатывать ее до исчезновения болезненных ощущений. Опорожняем желчный пузырь. Кладем пальцы на верхушку желчного пузыря. Ритмично надавливаем и скользим от верхушки к шейке. При скольжении должно ощущаться легкое сопротивление. Повторяем прием до исчезновения сопротивления. Обычно требуется около 5-6 повторений, но не более 10. Первичное растяжение общего желчного протока. Давление в этом случае оказываем до плотного натяжения. Не ослабляйте давление в течение всего движения. Самое главное, манипуляция должна быть безболезненной, чтобы избежать спазма желчного пузыря или желчного протока. Растяжение желчного протока. Правой рукой оттягиваем печень вверх и гладим поперечными движениями желчный пузырь. Поднятием печени вы натягиваете желчный проток, одновременно прорабатывая его. Правой рукой оттягиваем печень вверх. Левой рукой натягиваем двенадцатиперстную кишку вниз. Указательным пальцем левой руки гладим поперечными движениями желчевыводящую протоку и сфинктер Одди.
Для следующего массажного приема необходимо положить человека на левый бок, подогнув левую ногу и выпрямив правую. Правая рука поднята над головой. Это упростит манипуляции с желчным пузырем через фасциальные связи. Аккуратно защипываем кожу в области желчного пузыря и совершаем вытягивающие движения. Также для этих манипуляций удобно использовать вакуумные банки. Следующий прием называется индукция желчного пузыря и печени. Индукция вокруг желчного пузыря выполняется в положении сидя. Сложенными костяшками правой руки надавливаем в область желчного пузыря до легкого натяжения. Далее левой рукой направляем движение человека. Главная особенность этого приема в растяжении. Когда человек сгибается, костяшками пальцев мы тянем желчный пузырь вверх под ребра. Когда человек разгибается, тянем его вниз. При повороте корпуса вправо тянем влево. При повороте корпуса влево тянем вправо. Обычно на этом участке находятся болезненные фиброзированные области, поэтому все движения выполняем плавно, тщательно контролируя натяжение во избежание болевых ощущений.